Всем привет! Вот такая вот у нас самоделка. Химия такая, химичим. Думаю, засниму видео. Также мы потом проведем испытание и расскажем, как оно себя ведет. Это у нас печка. Варить корм, кашу свиньям. Буржуйка это уже отслужила свой срок, а мы хотим ей дать вторую жизнь. Она у нас много лет отапливала мастерскую, мы с помощью нее отапливали. Я не знаю, с чего она сделана, какая-то бочка, каток какой-то, не, это какая-то бочка, он шел, я не знаю, что это за бочка. Вот такой она длины была, мы ее отрезали, эту заднюю часть, и это будет у нас емкость для корма. У нас казан большой прогорел, алюминиевый, а маленький казан не хватает свиньям. И мы решили такую конструкцию попробовать, как она будет работать. Сколько прослужит, я не знаю. Оно уже не новый металл. И здесь работы как бы немного, а потом мы решили попробовать. Колесники, дверки, все, оно готовое, можно сказать. Больше половины печки готовые. Только эту заднюю часть нужно теперь как-то сварить. Вот здесь вот все закрыть. Сюда варим патрубок, чтобы подсоединять трубу. И будем пробовать. 3 ведра почти влазит. Этого предостаточно. Она так, видите, прогорала, правда. Но она у нас будет под навесом. Где-то чуть дым пойдет, то не страшно на улице. Вот так вот я варил патрубок. Теперь нужно каким-то образом вот эту стенку всю зашить. А сюда будет одеваться труба. Она просто будет идти так вот чуть под наклоном. И, в общем, на улицу под навесом. Как раз у нас есть такая труба, что сюда сверху находит, на него надевается. Все, печка готова. Такая вот печка интересная получилась. Пришлось еще здесь заплатку ставить, потому что прогнила. Как я говорил, это была вертикальная буржуйка. Вот это были ножки, это было у нас дно было. Ножки отрезались. Это не я ее делал, я только переделал уже вот так вот горизонтальные. Немножко внутри. Вот там вот закрыл, чтобы колесники были, короче. И емкость для каши выступает аж сюда внутрь. Вот она. Мы думаем, что КПД будет хорошее. Должно быстро закипать. Это у нас вытаскивается. Так я прихватил немножко, чтобы меньше дыма сюда кидало. Все с кусочков. Редко кто, наверное, свиньям кашу варит. Ну, у нас есть чем полить. Стружки с постанка. Всякие вот такие вот. Стружки, кора. И мы все отходы, картофель, очистки и так далее, все вместе варим. И получается вкусная свинкам каша. Моя сварка. Кто уже ее видел? Рубик. Чемоданчик такой. Ну все, сегодня же поздно, завтра мы будем пробовать кочегарить. Это получается здесь уклон, кажется, как будто корит это боком. Ну, если там чуть-чуть, в принципе, есть, то не страшно. То такое, ни на что не влияет. И так, надоело. О, смотри, здесь вот еще тоже прогнившее, я не заварил. Ничего, потом еще подремонтируем, посмотрим, как она будет работать. Завтра уже будем пробовать и посмотрим, как наша конструкция оправдывает или нет. Вот наша чудо-печка в действии. Палим всяким мусором, опилками, стружками, корой. Вот здесь всякая кора. Прямо моментом почти закипела. Вот, видите, трубу вывели вот так вот с-под навеса. Вот такая чудо-печка. Все сделано из мусора. Даже, о, смотрите. Это она на дне, ну, поросята еще маленькие. Это кровельные. Это такая железо кровельная.
тоже все с мусора. А вот здесь вот я не заварил, да, прогоревшее оно, ну ничего, подремонтируем. Он за счет того, что емкость в печке наполовину, даже больше, просто очень быстро закипает. Вот такая вот печка, чудо-печь получилась. У нас здесь не только чудо-печка, и чудо-навес даже, смотрите какой. Тоже непонятно с чего, но все зато бюджетные. Свиньи радуются. Вон там гремят что-то они. Шумят. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю. Ждут свежины, свежей кашки. Ну все, спасибо за внимание, всем пока.